Привет, дорогие подписчики и гости нашего канала! С вами Счастье есть! И мы, Олеся и Андрей. Привет, привет! Так, готовить сегодня с вами будем оладьи с крабовыми палочками. Простое, интересное, вкусное блюдо. Готовится быстро, а результат получается восхитительный. Отличный вариант для завтрака, для обеда, для ужина, для всей семьи. Итак, приступаем. Что у нас тут есть? Внимание на экран. Ну, конечно, крабовые палочки. У меня 440 грамм крабовых палочек. Сыр твердый я уже натерла. 175 грамм сыра. Берите любой твердый сыр, который вы любите. У меня там даже внутри есть сулугуни, потому что он у меня был. Это не важно. Так, яйца. У меня 3 яйца. Я уже добавила сюда щепотку соли. Сметана, мука будем добавлять. Посмотрим, как пойдет. И укроп, красный перчик. Приступаем. Так. Конечно, не обойдется без экспериментов, да? Итак, перво-наперво займемся крабовыми палочками. Я вам хочу сказать следующее. У меня нет никакого желания их натирать, нарезать, поэтому я воспользуюсь услугами блендера и буду их измельчать в блендере. Приступаем. Блендеру мы чуть-чуть, тем не менее, поможем, сделаем их помельче. Вот так. Я думаю, все у нас получится. Так, и измельчаем. Так, смотрите, вы измельчаете постепенно, то есть смотрите на то, что у вас получается. Они не должны у нас разбиться в пыль. Так, ну вот, смотрите, вот что у нас должно получиться. Вот. Вот такие они должны быть. Перекладываю в мисочку. Смотрите, какая красивая розовая масса у нас получилась. Просто потрясающе. Так, ну вот, измельчили крабовые палочки. Вот так они прекрасно и чудесно выглядят. Теперь сюда я к ним добавляю сыр. Перемешиваем. Теперь добавляю сметану. 1, 2. Вот. 3 столовые ложки сметаны, довольно-таки с горкой. Перемешиваем. Сейчас будем смотреть по ходу пьесы. Может быть, еще добавим. Так. Я добавлю еще вот так вот муку. Муку. Еще добавим. Очень хорошо. Вот так вот. В результате добавили целую баночку. Тут не была целая баночка. А ты говоришь, да, добавили целую баночку. Андрей, мне весь ролик звук убирать, что ли? Так, мы тут с Андреем решили пошутить. Андрей решил пошутить, молодец. Так, добавила еще сметану, что я ее все мукой пытаюсь назвать. Сметану, значит, здесь не хватило сметаны. Ты посчитал, сколько получилось? Я посчитал, сколько получилось. Получилось 5 столовых ложек с горкой сметаны. Получилось. Так, и добавляем яйца. 3 яйца с щепоткой соли. Так сразу добавляем 3 яйца? Или можно по отдельности было бы добавлять? Андрей, уймись.
Так, перемешиваем. Так, чуть-чуть поперчу. Добавлю сюда укропа. Отправляем этот укроп. Так, теперь смотрите, у меня есть перчик острый. Острый перчик. Да. Я сейчас удалю из него семена, чтобы убрать жгучесть, а пикантную нотку перчика оставить. Так, вот убрала семена. И сейчас мы этот перчик, вот остатки, нарежем довольно мелко. То есть мелко нужно. Вот так мелко нарезали перчик и отправляю его сюда. Перчик по цветовой гамме очень хорошо сюда влился. Правда? Да, вписался очень хорошо. Тщательно. Да? Так, и теперь добавляем муку. Но прежде чем добавить муку, я уже ставлю разогреваться сковородку. Добавлю, конечно, растительного масла. Пусть оно у нас нагревается. Так, добавляем муку. Муку добавляем в каких-то пропорциях или на глазок? На глазок. Начнем с 3 столовых ложек. Так, добавили 3 столовые ложки муки, добавлю еще 2. 2, считаешь, достаточно. Так, ну вот, все, я думаю, я остановлюсь на 5 столовых ложек муки, которую мы добавили. И мы отправляемся к плите выпекать наши потрясающие оладушки. Пошли. Так, сковорода наша нагрелась, вот я кинула укропинку, она зашкварчала, признак того, что сковорода готова. И будем выпекать наши оладушки. Набираем в ложку и вот так вот выкладываем. Чуть-чуть примнем. Так, огонь средний, жарим до золотистой корочки. Так, ну вот, обжарились наши оладушки с 2 сторон, и я их снимаю. Ребят, это происходит все просто молниеносно. Буквально минутка с каждой стороны. Вот, видите, я переворачиваю. Видите, как все быстро. И пока мы жарим наши оладушки, я вам хочу посоветовать рецепт котлет из крабовых палочек, который вы также можете найти на нашем канале. Приготовили нежнейшие котлетки в хрустящей панировке. Это очень вкусно. Ссылочку я оставлю в описании, а также вот здесь сейчас появится подсказка.
Так, ребят, ну что, оладушки наши готовы. Времени это заняло просто минимум. Все очень быстро. И смотрите, какие они у нас получились. Просто прекрасные. Давайте посмотрим, какие они внутри. Чуть-чуть уже остыл. Вот они. Вы посмотрите, какая красота. Ну что, попробуем? Прошу. Благодарю. Ну что? Шикарно. Это очень. И вкусно, быстро. Они просто тают во рту. Вот этот мой эксперимент по измельчению палочек в блендере, я считаю, он удался. Держи. Консистенция нежнейшая, как суфле. В этом случае лень – двигатель прогресса. Поэтому очень вам рекомендую приготовить по этому рецепту. Шикарный вариант на завтрак, на обед, на ужин. Самое главное, что делается все очень быстро, а результат восхитительно вкусный. Ну что, спасибо, что были с нами. Готовьте с удовольствием, ешьте с аппетитом, живите вкусно. Всего вам самого доброго. До новых встреч. Пока.